Совсем недавно Hyundai представила свой новый Ioniq 9, трехрядный электрический кроссовер с совершенно новым дизайном. Корейский автопроизводитель всегда славился тем, что радикально меняет внешний вид своих моделей с выходом нового поколения. Новый стиль стал визитной карточкой Hyundai, и это не случайно. Многие модели бренда, как электромобили, так и автомобили с бензиновыми двигателями, впечатляют футуристичными элементами освещения и яркими линиями кузова. Например, среднеразмерный кроссовер Santa Fe предлагает оригинальный и современный подход к дизайну корейцев. И вот теперь Hyundai готовится представить новое поколение Palisade, раскрывает первые подробности о его корейской версии. Hyundai Palisade – крупный кроссовер, который дебютировал в 2018 году, прошел рестайлинг в 2022, но его популярность только растет. В 2023 году модель установила мировой рекорд продаж – 166 тысяч автомобилей, и почти 90 тысяч из них было реализовано в США. Однако этот успех не заставит Palisade долго оставаться на конвейере. Уже готовится к выпуску кроссовер нового поколения, который займет его место. Новый Palisade стал еще более внушительным и агрессивным, чем его предшественник. Все благодаря вертикальным фарам, которые добавляют автомобилю дерзости. Сегментированные светодиоды на передней и задней частях модели напоминают пиксельный стиль, который Hyundai использует в своих электромобилях, включая новенький Ioniq 9. Передняя часть автомобиля выглядит впечатляюще благодаря массивным прямоугольным дневным ходовым огням, а между ними и огромной решеткой радиатора прячутся прямоугольные фары, которые, судя по всему, выполняют функцию ближнего и дальнего света. Тонкая светодиодная линия проходит поперек верхней части решетки, придавая еще больше технологичного стиля. Хотя официальных цифр еще нет, компания заявила, что передний свес стал немного короче, а колесная база удлинена по сравнению с предыдущей моделью 2900 мм. Задняя часть Palisade выглядит гораздо чище и более элегантно. Выхлопная система теперь скрыта под бампером, а задние фонари в духе передних. Дизайнеры явно стремились создать более премиальный облик, добавив алюминиевые акценты на рейлингах на крыше, которые плавно переходят в задние стойки. Кроме того, в Корее для Palisade предусмотрены 21-дюймовые диски, у предшественника 18 или 20-дюймовые. Остается лишь дождаться, станут ли они стандартом или будут доступны только в более высоких комплектациях. Если раньше мы сомневались в роскоши отделки Palisade, то новое поколение точно не оставит таких вопросов. Интерьер выглядит по-настоящему изысканно. Вместо прежнего мультимедийного экрана, который возвышался над панелью, теперь установлен единый изогнутый дисплей по 12,3 дюйма с виртуальной приборной панелью, интегрированной в переднюю часть. Это решение придает интерьеру гармоничность и современный стиль. Вдобавок, в салоне много физических кнопок, что приятно порадует пользователей, а также есть беспроводная зарядка для телефона, удобные подстаканники и порты USB-C. На руле теперь красуется непривычный логотип H, а 4 точки, которые обозначают такую же букву в азбуке Морзе. Сам руль стал немного похож на тот, что установлен на меньшем Santa Fe. А управление коробкой передач теперь переносится на рулевую колонку, заменив традиционную кнопочную панель. Palisade, как и раньше, будет доступен в 7- или 8-местной версии, но особое внимание заслуживает новая 9-местная модификация. В этом случае дополнительное место появится в первом ряду, если поднять центральную консоль. Компания сравнивает эту версию с автобусом, и не зря, ведь владельцы смогут получить налоговые льготы, а водителям в 9-местной версии разрешат использовать автобусные полосы. Правда, не ясно, будет ли эта опция доступна за пределами Кореи. Благодаря увеличенной колесной базе, салон и багажник стали значительно просторнее, а в самых крутых версиях останется двойная панорамная крыша. На первом показе нового кроссовера Hyundai решила не раскрывать все технические детали, оставив интригу для будущей премьеры. Известно, что обновленный Palisade останется на текущей платформе с поперечным расположением двигателя. Вероятно, под капотом появится гибридная версия с 2,5-литровым 4-цилиндровым мотором.
Что касается текущего поколения, в Корее его можно купить с турбодизельным 2,2-литровым двигателем мощностью 202 лошадиных сил или бензиновым V6 3,8-литровым мощностью 295 лошадей. Оба агрегата работают в паре с 8-ступенчатым автоматом. Привод передний или полный. Полноценная премьера второго поколения ожидается в ближайшие месяцы, и именно тогда мы узнаем все подробности. Новый Palisade 2026 модельного года – это настоящий вызов для конкурентов в сегменте полноразмерных кроссоверов. С еще более агрессивным и динамичным дизайном он выглядит не просто стильно, а по-настоящему мощно. Hyundai продолжает удивлять, предлагая кроссовер, который сочетает в себе передовые технологии, комфорт и смелый стиль, чтобы удовлетворить требования самых взыскательных водителей. Palisade 2026 готов произвести впечатление не только внешностью, но и своими техническими характеристиками, превращая его в одного из лидеров своего класса. Как вам новый дизайн? Получилось ли сделать его лучше, чем у предыдущей модели, или компания немного переборщила? Поделитесь мнением в комментариях. Большое спасибо, что посмотрели видео. Нам действительно интересно ваше мнение, поэтому не стесняйтесь оставлять комментарии. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе новинок и не пропустить новые выпуски. Ваши лайки и подписки помогают нам создавать еще более интересный контент. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех автомобильных новинок. Удачи на дорогах!